Всем привет! Собрался сегодня в город ехать. Последнее время-то я редко туда выезжаю, раз в 2-3 недели, потому что нет в этом необходимости особой, все привозят к дому, но лишь за редким случаем. Так вот, как раз сегодня такой день, собралось много дел мелких, которые необходимо поделать. Посылки забрать, отправить посылку, заехать в парикмахерскую постричься, а то уже зарос как леший, ну еще других мелких дел. Особо ехать туда-то и не хочется, да и погода такая, все тает, скорее всего дорога так раскисла, что и не проехать. По идее, вроде бы и дела не все срочные, можно было поездку отложить. В парикмахерскую вообще без часами можно не ходить, никуда не выхожу, так дресс-код соблюдать не нужно. Ну, вроде бы сегодня последний день хранения посылок, но в приложении видел, что есть функция, что можно продлить еще рамки отправить. Заказчик вроде бы говорил, что не срочно тоже можно попозже. А вот только что без клея все производство стало, а его уже откладывать некуда. Долго провозился, выходной день, так везде большие очереди. На посте пока рамки хорошенько запаковал, чтоб нормально доехали. В парикмахерской так и вообще около 2 часов прождал. Заехал еще в аптеку, хотел купить чего-нибудь для чупакабры. Эти дни приходил поспать на сеновал. Да вот из того, что вы советовали в комментариях, ничего не оказалось. Сказали к ветеринарам обращаться. Да, как-то стрёмно. Мне тут рассказали, неподалеку в деревне лиса на днях пришла во двор. Так ее прибили без разборов. Приехали ветеринары, всем животным уколы подавали и уехали. Позвони, приедут, посмотрят на его состояние и тоже... Так жалко же. Дом превратился в полноценную мастерскую, даже чтобы покушать места уже мало. Сегодня с самого утра продолжаю заниматься корпусами. Сначала все обвязки позбивал. Дело это прямо здесь. Компрессор туда-сюда таскать поленился. Ну а потом сразу начал их собирать. Засек, где-то на один улей уходит в среднем 30 минут, чтобы его полностью собрать. Ну уже 8 готово. По идее сегодня должен закончить. Так 4 часа без перерыва работал, проголодался. Решил блинчиков приготовить. На улицу сегодня особо выходить не хочется, с утра дождь шел, да и сейчас моросит. Ну а тепло, снег практически уже вес согнал, вон даже мухи повылезали. Градусов 8 передают. Такими темпами скоро трава начнет расти и все распускаться. Ну и хорошо, станет все зеленеть, так намного веселее трудиться будет.
Была бы жена, так выгнала бы из дома за такой беспорядок. Шада-то, как услышала гул компрессора, сразу сама на улицу попросилась. Но, с другой стороны, не пришлось бы тогда самому кушать готовить, и за это время можно было бы быстрее работу переделать. Ну, с корпусами-то сегодня закончу, но это только треть работы. Еще нужно будет делать магазинные. Они хоть и в 2 раза меньше, но их нужно в 2 раза больше. А еще же и донья, крыши. Покушать по-быстрому и дальше работать. Через 3 дня весна, а там, глядишь, и скоро нужно будет огородами заниматься. Вчера в городе был, так забыл семена купить. Рассаду нужно было еще 2 недели назад сеять, да и я не спешил. Скорее всего, она бы у меня плохо обходила и росла. В доме было прохладно, градусов 19, да и с такими окнами света маловато. А сейчас на улице потеплело, день стал подлиннее, так можно было уже и сеять. Что, нагулялась? Иди на ручки. Шада. Смотри, какие я тебе бусики купила. О, смотри. Давай, примеряй. Какая ты красивая будешь сейчас. Ну, бусик. Не падай. Ну вот, теперь будешь красивая. Свой ошейник она потеряла где-то 2 недели назад. А и сейчас с котами гуляла, могла блох нахвататься. Ну и к тому же, если мухи проснулись, то, скорее всего, сейчас и клещи попросыпаются, полезут. То будет ей дополнительная защита. Старый ошейник она довольно долго относила. Ну, сейчас зимой практически в нем необходимости не было, он только что если от блох с других котов защищался. А сейчас потеплело на улице, так она практически весь день гуляет. Домой приходит лишь покушать и в обед поспать. Да и когда морозы спали, я и ночью ее уже выпускаю. А то она будила меня под утро, соскучится и целоваться тогда лезет. Чё, пойдешь? Мази, которые делал на прошлой неделе, когда обморозил руки, хорошо себя показали. Они уже полностью зажили, и кожа стала такая мягенькой. Ну, особенно от того, который на основе кроличьего жира. Так она такая нежная, бархатистая. Но мне больше понравился на основе пчелиного подмора, потому что костяшки на пальцах стали болеть намного меньше от постоянной работы. Так решил сделать еще одну партию, но только уже по классическому рецепту. На основе оливкового масла, ну и буду настаивать дней 5, чтобы как можно больше
полезных веществ впиталось в масло. О, получилось немного, забыл взвесить, чтобы понять, какие другие пропорции надо. О, 22 грамма. Значит, где-то 800 литров масла. Это еще грамм 40 прополиса нужно. Но добавлю больше. Все же один из самых лучших натуральных антисептиков. А у меня его в достаточном количестве. Насобирал со старых рамок. Теперь эту бодягу отправлю на печь, дней на 5. Там будет нагреваться градусов до 50-60 2 раза в день. Ниже 40 опускаться не будет, и как раз за это время хорошенько все питается, настоится. Ну а потом останется только добавить воск, отфильтровать, и можно будет применять по назначению. Все гнездовые корпуса практически готовы, осталось их только покрасить, но это буду делать на улице, когда потеплеет, а то здесь дышать будет нечем. Да и окна не откроешь, чтобы проветрить, еще заклеены, на улице холодновато. Да и дома еще больше свинарник устрою. Не думал я, что будет столько мусора от них. Это я большую часть последней вязкой принес. Поленился компрессор обратно в столярку перетаскивать, чтобы их поздувать. Вот как начал сбивать, опилки и поразлетались по дому. Еще и на себе принес. Вчера планки пилил для магазинных корпусов. Практически уже все подготовил. Еще денек порезать, распустить фанеру, пенополистирол, и тоже можно будет начинать собирать. А чтобы освободить место для них, эти пока на чердак поперетаскиваю. Да и чтобы под ногами не путались. Не мешало бы было и попылесосить здесь. А то пока доделаю уля, так придется уже лопатой все выгребать. С деревянными улями я так бы не побегал. А если бы делал с 40-й доски, так и вообще бы с ног сбился, пока их все на чердак перетащил. Интересно, сколько он по весу? Килограмм 5-7, наверное. Вообще 300. Тот-то, я думаю, совсем и не запыхался, пока наверх и затащил. А если полностью залить медом,
то килограмм 40 будет, или сколько завесит полная 300-я рамка меда? Настало время закончить приготовление целебной мази. 7 дней масло стояло на печи, и за это время должно было впитать в себя все полезное из прополиса и высушенных перемолотых пчел. Смотрите, как потемнело. Крупные частички, конечно, оседали на дно, но я постоянно подходил и взбалтывал его, чтобы ускорить процесс диффузии. Осталось добавить только последнее вещество, пчелиный воск, чтобы оно из жидкого состояния перешло в кремоподобное. Я тут подумал, в составе мази самый сильно природный антисептик прополис, который даже способен замумифицировать мышь и полностью остановить ее разлагание, когда та порой залезет в улей, полакомится медом и умирает от передозировки пчелиного яда. Сам такое я пару раз видел. Поэтому и не боялся дотрагиваться до чупакабра голыми руками, так как постоянно намазывал руки, выходя на улицу. А если попробовать ей намазать его? А еще, кроме антисептического прополиса, в составе есть пчелиный яд, которые в совокупности, по идее, должны поубивать всю заразу и грибки. По мне, так гипотеза хорошая. Осталось немного для чупакабрика, только намного эффективнее, так как совсем жмыхом. Можно будет проверить гипотезу, только дождаться, когда он придет очередной раз. С субботы не появлялся, как задождило. А здесь в баночках такой кремик золотистого цвета, с еле заметным приятным ароматом. Можно сказать, крем на все случаи жизни, который помогает не только от проблем с кожей, но и также проникает глубоко вовнутрь и положительно взаимодействует на сосуды, суставы. По консистенции после прикосновения становится мягеньким. И после нанесения быстро впитывается в кожу. Так что если есть у кого-то проблемы и нужна такая универсальная мазь, либо для кого-то в подарок на 8 марта, то пишите мне на электронную почту, либо в социальные сети. Контакты есть в описании канала. Вышлю почтой. Такая баночка 50 мл с чудо-мазью всего лишь 15 белорусских рублей. Да, и долго не думайте, это все, что есть.